Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по Пекину, чтобы увидеть интересные исторические и современные локации этого удивительного города. Знаменитые достопримечательности, прогулка по торговому центру, вкусная еда в уютных кафе, зоопарке, вдохновляющая выставка. Все это ждет нас впереди. Давайте посмотрим, какой номерочек. Он, конечно же, малюсенький, но за свою цену очень даже приличный. Здесь есть шкаф, 4 подушки, все, стол, стул, вода, чайник, чай, телевизор. А теперь давайте посмотрим ванную комнату. Очень все чистенько, аккуратненько, светленько, никакой вам плесени, все прекрасно. Да, я тут уже расположила все свои вещички. А это, собственно, я после поезда, я такая, знаете... не свеже выгляжу, еще этот цвет утяжеляет мой сегодняшний образ. Забыла сказать, что есть еще зеркало в полный рост. Кондиционер тоже имеется. Большим плюсом этой гостиницы является ее расположение недалеко от первой линии метро, что очень удобно и позволяет легко добираться до достопримечательностей. Территория гостиницы тут достаточно большая. Здесь у них, получается, ресепшн находится. Здесь можно посылочки получать. Здесь, собственно, сами номера. Даже магазинчик небольшой есть. Почти на выходе из этой гостиницы есть такой интересный райончик. Типа в Европу сделан. Раньше здесь было очень много всяких кафешек, ресторанов, но сейчас все закрыто, к сожалению. И, видимо, очень давно закрыто, потому что такой слой пыли на окнах явно говорит о том, что они уже давным-давно закрылись. Но так вообще классно выглядит. Здесь фоточек понаделать, знаете, как будто в Европах. Так, что я тут обнаружила? Смотрите, тут светофор, в котором лампочки необычные, а сердечки. И на зеленом тоже. Какие могут быть прогулочки на голодный желудок? Правда ж? И поэтому сначала мы отправляемся в турецкий ресторан. Я считаю, что это максимально атмосферное место. Смотрите, какие details. Музыка. Я обожаю подобные тарелочки. И здесь они в разных расцветках. А потолок. О май гаш. Это очень красиво. Смотрите, что хозяин этого заведения подарил. Браслетик такой красивый. А еще магнитик. Здесь даже лампы в таком арабском стиле дополняют всю эту композицию. А летом можно расположиться на веранде. Что хорошо, тут кухня открыта, так что можно всегда видеть, как тут чистенько, аккуратненько, как готовят. Первое блюдо – это хумус. Следующий лот – овощной салатик. Принесли последнее блюдо – куриный кебабчик. Итак, это первый раз, когда я ем хумус. Мне нравится это. Итак, теперь хлебушек. Вскрываем. Как он жестоко с ним. Вот, все, покушали, а теперь мы идем глазеть на штаны. Ну вот, собственно, и штаны. Штаны – это неофициальное название здания телекомпании CCTV. Высота этого здания составляет 234 метра. Это здание символизирует инновации и современность китайской архитектуры, став одним из главных архитектурных символов Пекина. Ну все, на штаны насмотрелись, идем дальше. Пользуясь случаем, раз мы находимся в метро, расскажу вам несколько интересных фактов. Метро Пекина включает 27 линий метро протяженностью 727 километров, что делает его самым первым по протяженности метрополитеном в мире. Для удобства пассажиров не обязательно покупать бумажные билеты в таких автоматах, можно воспользоваться электронным проездным в Alipay или в WeChat. А еще я не знаю почему, но у них эскалаторов почти нет в метро. Так, мы приехали в один интересный район. Называется он Налогусян. Это один из самых известных исторических переулков Пекина. И расположен он в районе Дунчен. У нас произошла неожиданная, непредвиденная остановочка в этом заведении. Вот
истинная причина того, почему мы решили остановиться здесь. Ну, смотрите, ну как можно было не остановиться ради такой красоты? Боже мой, это корзиночки моей мечты. Ой, это что за шоколадное чудо? Здесь магазинчик со всякими пазлами. И на витрине такой милый пазл с котят, которые играют в маджонг. А здесь такой наглый, толстый пухляж. Плохо видно, ну-ка вот так. Смотрите на эту морду. В этом магазине только пазлы продают. Так мило. Смотрите, здесь даже в форме глобуса. Здесь прям супер маленькие детальки. Смотрите, ну, меньше моего ногтя, как пол моего ногтя на большом пальце. Эти статуэтки тоже пазл. Пазл часы, пазл магнит. Такая смешная картина. Это тоже пазл, не просто картина. Конечно, есть и серьезные такие. Горшок для цветов тоже пазл. И ваза для цветов тоже пазл. Баночка для карандашей. Пазл. В данный момент мы держим путь сюда, в Аунте, за чаем. Смотрите, каких тут мелочей продают. Это такие яички, а внутри начинка всяко разная. Есть яичная, есть даже дуриан. Но стоит, получается, такая коробочка 35 юаней. Помимо отдельно стоящих кафешек, ресторанчиков, также есть вот такие фудкорты, где сосредоточено несколько заведений. И в центре этих всех заведений стоят столы, где вы можете тут же покушать. Здесь и барбекю можно найти, и вонючий тофу, курочку на гриле, сырные палочки, морепродукты, такие шарики с рыбной начинкой. Здесь же можно и утку по-пекински попробовать. Ну и, конечно же, лапшу. Сейчас будет дегустация тех вкусняшек, которые были куплены в кондитерской. Запивать можно будет таким чаечком с шоколадом. Молочный чай с шоколадом. Вкусняшка номер 1. Заварной пирожный с таким шоколадным кремом внутри. Крем вообще восхитительный. Прям насыщенный вкус шоколада, и крем совсем не жирный. Нормальный, типа. Супер. Я все в шоколаде. Вкусняшка номер 2. Такая трубочка из слоеного теста, и внутри крем. Попки шоколадные. Классно вообще. Отлично. Это кондитерская балдежная. Но если будет есть, обязательно заглядывайте туда. И этот район был построен аж в 1267 году. Представляете, как давно это было? Ну тут так людно, я вам скажу. Тут на пути встретился такой интересный сумочный магазин. Очень интересный. Смотрите, здесь каких только сумок нет. Интересных форм. Пикачу. Есть и классические. Вот большая вместительная сумочка. Я сначала со своим зрением подумала, что это настоящий ребенок сидит. Начала умиляться. А потом пригляделась, оказалось, что это, ну, не ребенок, в общем. Предлагаю зайти в этот проулочек. Мне кажется, там точно должно быть что-то интересное. Мне кажется, это самая интересная часть этого проулочка. Этот котеночек. А там пёсель отдыхает. До меня дошло. Это кота-кафе. Здесь помимо собачек, кошечки и птички еще есть. Вот название, если вдруг соберетесь сюда, имейте в виду, здесь есть пушистые лапочки, которых можно потискать. А еще здесь несколько фирм находятся, которые вас переоденут, накрасят, сделают фотосессию в традиционных таких нарядах китайских. Это бесконечная улица, мы уже сколько идем, она не заканчивается. За 180 юаней вам могут сделать фигурку с вашим лицом. Здесь уже готовые всякие знаменитости. Тангулу здесь тоже продают на каждом шагу. Цена тут такая, знаете, кусается от 10 до 20 юаней. Харбин, прям недалеко от дома, я могу купить тангулу за 4 юаня одна штука и 3 за 10. Так что, ну, я уж потерплю до Харбина. Так, мы плавненько переместились к следующей достопримечательности. Это у нас Гулоу, то есть барабанная башня. Раньше эту башню использовали для обозначения времени при помощи барабанов.
барабанов, а чуть дальше находится колокольная башня. Ну все, двигаемся дальше, ребята. А теперь мы прибыли на следующую точечку нашего маршрута. И мы находимся на Янтай-Сидье. Это одна из самых старейших улиц Пекина. И раньше здесь торговали курительными трубками. А сейчас здесь торгуют сувенирчиками и антиквариатом. Настало время ужина. Сегодня лапша. Это с картошкой и мясом. А это обычная ланчжоуская лапша. Моя любимая. Все просто и без всяких там этих выпендрежей. Меню здесь такое богатое, так скажем. Я вот ем ланчжоу, неужели за 18 юаней. Цены как бы повыше, чем в Харбине. Но здесь плюс, знаете какой? Здесь есть меню на английском языке. Так выглядит заведение снаружи. Добро пожаловать в новый день. Пока мой напарник решает свои взрослые вопросики, я решила пойти прогуляться по этому торговому центру. На первый взгляд кажется, что это стандартный китайский торговый центр. Здесь на табло можно посмотреть, что действующих тут 9 этажей, именно с магазинами, кафешками. И 2 самых нижних – это парковка. Так, я спустилась на Б2, посмотрим, что тут есть. Сразу мне попался мини-со. Какой он огромный. Ассортимент тут абсолютно стандартный. Просто товар на полках такой растянутый. Кажется, как будто бы тут намного больше, чем в обычных магазинах. Здравствуйте, мистер Пикачу. На этом же этаже есть Юникло. Какой-то китайский магазин нижнего белья. Очковый магазин. Такая прям целая очередь образовалась в магазине Hey Dolls. Какая-то маленькая ярмарка. Здесь продаются накладные ногти, такие всякие красивые, блестящие. Все в таком китайском стиле. Есть веселенькие. Шмотки. Тут прям какой-то фельдеперстовый магазин одежды и аксессуаров. Ой, этот магазин Вермода есть и в Харбине. У меня даже платье из этого магазина есть. По центру тоже много всяких магазинов. Но вот здесь, например, с шарфами, шапками. Там тоже одежда. Там с игрушечками. Samsung, Xiaomi, Huawei вместе расположились. Рядышком, чуть левее от Huawei, расположился Asus. А рядом с Asus вот Lenovo. Чуть дальше Oppo, Honor и HP. Даже Canon тут есть маленький отдельчик, но есть. Тут же можно телефон, часы отремонтировать. Подобных магазинов я еще не встречала. Здесь продают товары, которые связаны с кей-поп айдолами, всякими популярными знаменитостями. Значки, наклейки, блокнотиков много-много-много всяких, диски, игрушки. Брелочки тоже есть. Здесь набор наклеек. Постеры. На Б1 больше всяких детских магазинов, кафешек с молочными чаями, кондитерских. Магазин с париками тут даже есть. Фотостудия, где вас накрасят, оденут, красиво сфотографируют. 2 очковые. Магазин Лего. Даже цветочки тут есть. А дальше еда. Небольшой Starbucks, а по правую сторону от него какая-то очень красивая кондитерская. Только посмотрите, как все аппетитно выглядит. О, сколько калорий. Магазин обуви. Еще один магазин обуви. Здесь спортивный магазин. А здесь магазин National Geographic. И тут же можно купить Casio, MLB, New Balance. Прямо напротив друг друга находятся Adidas и North Face. Получается, немножечко ошиблась, когда сказала, что на этом этаже больше всего детских магазинов. Здесь для взрослых много чего есть. Какая-то кондитерская соблазнительная. Огромная площадка с игровыми автоматами тоже есть. Просто бесконечный фудкорт. Я в шоке. Переход между магазинами и фудкортом был очень резкий. Просто я вошла и здравствуйте, я уже в еде. И чем дальше я захожу, тем более бесконечным он кажется. Думаю, уже можно на этаж выше подняться. На L1 много магазинов с косметикой. Здесь, например, есть Givenchy, Lancome, MAC. Там дальше есть еще Gucci, Chloe, Lauder. Zara Home тоже тут присоседилась.
Dior, Clarins и Sephora тут есть. Я поднялась на L2. Здесь много магазинов со всякими украшениями. Бижутерия, не бижутерия. Там, где не бижутерия, стоял охранник такой грозного вида в бронежилете с оружием. И я решила, ну его не буду снимать на всякий случай. Как-то страшно мне. Пойду дальше. Тут особо нечего смотреть. Посмотрю, что на следующем этаже. На L3 представлены магазины, полностью посвященные детям. Одежда, обувь, игрушки. И вон даже развлечения для самых маленьких. Ну, очень много детских магазинов. Поехали на L4, потому что на L3 мне абсолютно нечего делать. Ну, на L4 поинтереснее будет. Здесь есть Champion, Adidas, Vans, Puma, Columbia, Skechers, Fila, Asics. Магазина с одеждой Zara и H&M здесь нет, в этом торговом центре. L5 и L6 полностью забиты всякими кафешками. Еще на L5 продают машины. Китайские. Я поднялась на L6, и смотрите, какую тут красоту нашла. Это офисы, представляете? Здесь люди сидят, работают. Я не ожидала увидеть такое. А еще смотрите, какой красивый потолок. А на L7 есть спортзал. Очень повезло, что я с легкостью нашла лифт, и не нужно своими ножками спускаться до самого низа. Ну что ж, по магазинам погуляли. Теперь пойдемте оккультуриваться. После посещения торгового центра я направилась на выставку Vienna Calling австрийского художника Рудольфа Фица. Родом из Вены, Фиц известен своими яркими абстрактными работами, которые передают дух его родного города. Экспозиция была вдохновлена архитектурой, культурой и современной жизнью Вены. Смелые формы и насыщенные цвета создавали ощущение гармоничного соединения прошлого и настоящего, превращая выставку в яркое путешествие по образам австрийской столицы. Ну что ж, окультурилась, теперь надо перекусить. Боже мой, блаженство. Рекомендую. В Пекине отличное место для того, чтобы поесть шаурму. Называется это место шаверма Сянгуома. Здесь готовят вкусную и сытную шаурму с разными начинками, идеально подходящую для перекуса. Они сюда добавили, по-моему, целую курицу, представляете? Там столько мяса. Вообще. Я уже 3000 лет не ела шаурму. Ну, когда ты долго что-то не ешь, оно тебе очень нравится? Ну, такое блаженство. Такая легкость теперь на душе. Смотрите, какое красивое здание. А внутри, если верить интернету, есть что-то более красивое. Сразу на входе нас встречает такая картина, прям на стене нарисованная. И высота больше 12 метров, представляете? И она уходит прям в потолок. Как красиво. В этом здании даже эскалаторы прекрасны. Посмотрите на эту скульптуру, это так красиво. Видите, это как будто бы робот, который такой, робот-руки, который делает различные какие-то мелкие операции. Супер милые бегемотики. Безумно фотогеничная лестница. Уходит туда наверх. И там тоже картина прям на стене. Также она туда вниз еще уходит. Интересно, там внизу тоже что-то есть интересное? Знаете что, на самом деле это не музей. Это магазин очень-очень дорогой мебели. А теперь смотрите, какой вид с самого-самого низа. А на втором этаже выставка картин. Боже, так красиво, я не могу. Поднялись на следующий этаж. Здесь тоже выставка картин. Последняя часть — это тут кафетерий, где можно попить кофейку, почитать книжечку или купить книжечку. А там есть даже ресторан. Угу. А так штаны выглядят ночью. И первое место в нашем списочке на сегодня — это арт-район 798. Этот арт-район расположен в бывшем промышленном комплексе. А сейчас здесь находится очень много интересных галерей, кафешек, магазинчиков. Здесь ездит такая милая машинка с мороженым. Первый раз такое вижу. Видела доставку в таких машинках? Чтобы мороженое продавали, нет, это первый раз. Здесь небольшое пространство для скейтеров. Все стены разрисованы в граффити. Здесь тоже место для фотокарточек. Атмосферное место. Я обожаю здания из красного кирпича. Забрели в какое-то пространство. Куб. Здесь такой камень. Внутри винт. Здоровенный набалдажник внутри. Там малыш. Винтажный магазинчик с одеждой, аксессуарами.
Вход в эту галерею стоит 5 юаней всего лишь. Здесь такие фигуры на входе стоят. Интересные. И с той стороны. Детишки такие со зловещими лицами. Пожалуй, зайдем. Очень интересная картина. Милая собачка. Здесь в каждом здании и на каждом здании есть что-то интересное. Итак, мы плавненько переместились в зоопарк. Сейчас сначала пойдем смотреть на панд. Здоровяк отдыхает. Вообще просто у него это по кайфу все. Птичка пока ходит у него, там еду тырит. Он такой милый. Правда, не видно его мордочки. Ой, хвостиком шевелит. Так смешно. Что-то все перестал хвостиком шевелить. Зашевелился. Что у него там зачесалось? Ой, проснулся. О, серьезно. Боже мой. Какой милый. 他会受什么气？ Так, стоим в очередь. Непонятно куда. Все стоят, и мы стоим. Наконец-то! Уже следующие. Самое интересное, что мало просто выстоять очередь. Надо еще успеть добежать до самого козырного места. Вот ради этого мы стояли, ради этой лопушки. 30 минут стояли, бежали. Были в соревнованиях с китайцами по бегу. Все, панда поработала, панда ушла. А еще там, в закрыто-открытом помещении, ведь то есть ребята, отдыхающие. В этом закрыто-открытом помещении через стекло можно понаблюдать за пандочками. Такая лапка, я не могу, я хочу потискать. Какая лапочка. И это, устала работать, ушла. Тут тоже сонный час. Павлин, красивая курица. О май гаш, вот это красота. Здесь много всяких кафешек, так что можно с собой еду не тащить. Цена, мне кажется, обычная пекинская цена, как и везде. Хотя нет, бутылка воды по 5 юаней получилась. Ну вот тут порция пельмешков из 20 штук 28 и 32 стоит. Тут макарошки с каким-то мяском, с яичком. Выходит за 300 грамм 40 юаней. Так, в лапшичной, вот можно лапшу взять за 30 юаней. Обычная, да? Да. И сверху какие-то куриные палочки за 26 юаней порция. В другой кафешке такой бутик за 22 юаня. Он со свининкой. Остановочка у обезьяньего холма. Вот они там ищут вошиков друг друга. Там тоже тусуется компашка. Целое семейство уселось. Тут прячется малышка. Малышечка такая. Какая-то это шкодит сидит. Видно по мордочке, что это. Вечно такой проблемный подросток. Разборки. Какие-то у них тут. У них есть тут туннель, по которому они могут между секциями передвигаться точнее.
Та обезьянка что-то призадумалась. Сидит, что-то смотрит на всех. Думает, фу, вы тут приперлись все. И дичать что ли? Пришла какая-то рыжуха тут. Шмон наводить. И там еще малютка какая-то прячется внутри. Так, давайте понаблюдаем с другой стороны. Что это малышка такая там? Он за жопу укусил. Атаковали демоны. Тут малыш голодненький. Облизывает эту. Ой, хотела только показать, он убежал. Волки! Какие огромные! А в этой комнатке сонное царство. Hello. Один не спящий блюдит. Лисичка спряталась, а другая уснула. Здесь живет маленький энерджайзер. Что без остановки туда-сюда, на измене такой весь. Пристает к посетителям. Такой смешной. Как колбаса. Вытянутый. Вот тоже панда. Только это красная. Хотя больше рыжая, чем красная. Это туалет. Все. Я думала, устала, ушла. Здесь Мишка живет. Вау! Какой огромный! Тут Мишка с другой стороны, он там сейчас за камнями гуляет. Так, здесь окошечки, чтобы наблюдать за мишками. Только сейчас тут никого нет. И здесь никого нет. О, появился. Он прям бегун такой. Ушел, все. А, они кушают там. У них там это. Они не кушают. Они там пытаются дверь вскрыть. Там дверь, и они ее вот так лапками чик-чик пытаются открыть. Что-то котиков никаких нет здесь. Вот там только одна кошечка лежит. Рысь. Заяц такой. Смотрите, изящная. Здесь белый тигр. А тут львица отдыхает. А тут комната тигра. Ну, какой-то маленький котенок еще, видать. Нет, это был не тигр, не тигренок, а львица. А вот и тигренок прогуливается. Ну, небольшая довольно-таки территория здесь. Ну вот и лев нашелся. О, грива у него такая красивая. Ну, видать, молодой. Что, какая-то грива? Жиденькая. Тут даже муравьед есть. Здесь один, и в соседней кабинке еще один. У него такой смешной нос. И лама тоже есть. Целое семейство альпак. Они решили продолжить род прям при нас. Ни стыда, ни совести. Уж ты какой. Обезьяночка сидит. Все ее достали, она скалит на всех. Здесь живет лемур. Он только что посрался со своим соседом, который теперь там тусуется. Они тут орали на весь зоопарк. Тут две обезьянки. Они, получается, в разных комнатах живут, но между собой типа общаются. Они сидят сейчас вдвоем, там что-то друг друга облизывают. Так, время ужина. Тут на каждом столе есть пармезан, табаско, соль, перчик и кетчуп. Я взяла менюшку, сейчас с вами чекнем, сколько что тут стоит. Сразу начинается с салатика. Вот обычный цезарь за 38 юаней. Какие-то бистро салат, майтуна салат. Ну, короче, все
Салаты. Вот 33 самый маленький, самый большой 45. Точнее, самый дешевый 33, самый недорогой 33, а самый дорогой 45. Дальше. Что тут по закусочкам? Вот картошечка фри 29 юаней. Луковые кольца 23 юаня. Угу. Крылышки BBQ 42 юаня. Они вот так выглядят. Красивенько. Ну, собственно, то, ради чего мы сюда и пришли. Пицца. По классике пройдемся. Вот пепперони. 10 дюймов за 55 юаней, 19 за 130 и 24 дюйма за 172 юаня. Напиточки. Кофеечек американо за 8 юаней. Соки по 9. Какие-то горячие чаи, получается, по 8. И горячий шоколад по 15. Есть холодные напитки. 8-12 цена. Пивасик тут по 30 юаней за 0,4. Вы даже себе представить не можете, каково было мое удивление, когда я увидела пиццу, когда нам ее привезли. Вот, собственно, эта малышка. Вот, смотрите, моя рука. И эта пицца. Огроменная. У меня лицо такое красное, кстати, прогулок на светлый воздух. Вообще норм, да? Да. Сыр хоть нормальный, не сладкий сыр. Такая жирненькая. Это была прекрасная пицца, но я не смогла ее осилить. Ну, половину я не съела. Нет, не дотянула. Я только четвертинку съела. Я еле иду. Как бы дойти? Сейчас.